Всем привет! Вы на канале Академия Покера, это ежемесячная рубрика Покер News. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в ноябре 2022 года. А вы ставьте палец вверх, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить интересные выпуски на нашем канале. И, конечно же, пишите в комментариях, какие покерные события в этом месяце впечатлили вас больше всего. Что необычного можно увидеть в покер-румах Лас-Вегаса? За свою многолетнюю историю они повидали многое. Ограбления, массовую панику из-за землетрясения, бросающихся ботинками игроков, многомиллионные банки и эпические проигрыши. А сколько всего происходило за камерами и представить сложно. Однако в начале ноября произошло нечто, что выходит за рамки здравого смысла. Попробуйте угадать, что увидели игроки, скучно отыгрывающие турнир в покер-руме казино Wynn Resort. Появился Дэн Билзерян на белой лошади и проскакал к кассе с двумя полными контейнерами фишек по $10 тысяч в каждый. За столом в самом углу покер-рума обнаружили Никиту Бодяковского, который играл кэш на лимитах $1-2. По красной дорожке прямо между покерных столов с диким ревом пронесся болид Формулы-1. Или Фил Хельмут объявил через громкоговоритель, что не считает себя лучшим игроком в мире, в действительности играет последние несколько лет в минус. Каждый из вариантов кажется маловероятным. Не будем вас долго томить. Обычным вечером скучающие игроки Wynn увидели, как мимо пролетает болид Формулы-1, причем на довольно высокой скорости. Не верите нам? Посмотрите сами. Как выяснилось позже, это была акция команды Oracle Red Bull Racing, которая произошла в честь Гран-при Формулы-1 сезона 2023 года. Это событие состоится в Лас-Вегасе уже в следующем году. После променада на красной дорожке внутри казино болид переместился на улицу, где продолжил нарезать круги вокруг Wynn. Для уличного заезда посторонние машины были убраны, что позволило показать всю мощь футуристического транспорта стоимостью $миллионы. Как команде удалось доставить болид в казино и потом вывести его на улицу? Тайна, которую организаторы не собираются раскрывать. Что еще интересного в этой истории? Тот факт, что Oracle Red Bull Racing уже почти год сотрудничает с PokerStars. Poker-Room даже отправил несколько игроков на гонки с доступом к святые святых, мастерскую команды, не забыв при этом одеть их в фирменный мерч. Несколько лет назад губернатор Невады публично заявил, что после событий Черной Пятницы PokerStars никогда не получит права предоставлять свои интересы в штате. Но благодаря партнерству PokerRoom сможет легально показать свой бренд. Правда, пока только в качестве партнера Формулы-1. СОП выставит голливудскую звезду против белого мага покера и еще двух чемпионов мировой серии. А угадавший счет бесплатно сыграет в главном событии в СОП 2023 года. Голливудский актер Винс Вон больше приобщается к покеру. Некоторым зрителям он более известен как Фрэнк Симеон, честный глава мафии из второго сезона «Настоящего детектива». Он был приглашен на церемонию открытия в СОП в 2022 году, где появился в облике Цезаря и провозгласил легендарное «Shuffle up and deal» – «Перетасуйте и раздавайте». Теперь актер сядет за стол и сыграет с одним из сильнейших игроков мира. Но выиграют от этого поединка только болельщики. Для новой акции СОП выбрали 3 чемпионов. Карай Альдемир, чемпион 2021 года, Джо Када 2009 года. И такое событие просто не могло обойти без Фила Хельмута 1989 года. Wynn сыграет 3 хедзапа с каждым чемпионом отдельно, что будет транслироваться на всех стриминговых платформах. Задача зрителей – угадать правильный счет всех 3 матчей, что будет невероятно сложной задачей. С одной стороны выступают крепкие профи, а с другой – абсолютный любитель, способный на самые необычные действия за столом. Все, кто правильно угадает счет, а мы уверены, что их будет очень немного, будут добавлены в специальный фриролл в покер-руме в СОП. Его победитель отправится играть на турнир за $10 тысяч совершенно бесплатно.
Сыграть Main Event в СОП, не заплатив за него, конечно, приятно, но не меньше удовольствия принесет просмотр поединка между Винсом и Филом. Голливудская звезда знает толк в комедиях и юморе, поэтому не исключено, что он пустит свои таланты в ход, чтобы в очередной раз разозлить белого мага покера. Насколько нам известно, последний месяц Фила преследует неудачи практически во всех его ставках на НФЛ. Поэтому вывести его из себя за столом будет невероятно просто. Пожалуй, каждому известно о такой лотерее в США, как Powerball. Она разыгрывает просто огромные суммы, а в этом году лотерея достигла своего пика. Правильно угадавший 6 номеров получит 1 миллиард 900 миллионов долларов. По американским правилам можно забрать сумму сразу и заплатить немало налог, или разделить сумму на регулярные выплаты на десятки лет. Так или иначе, это колоссальная сумма. Билет стоит $2, а количество продаваемых билетов в одни руки не ограничено. Примечательно, что купить билет в Лас-Вегасе, где разрешены практически все азартные игры, нельзя. Покорить ее задумал Шон Дип, один из самых известных покеристов Америки. Шон регулярно попадает в сводки новостей по самым разным поводам. То он мультитейблит за живыми столами на ВСОП, то Дип ранит турниры чемпионата мира по онлайн-покеру из мексиканской больницы. Или заключает очередное безумное пари. План Шона был предельно прост. Создать пул, чтобы охватить максимальное количество комбинаций. Для этого каждый желающий должен был внести минимальный взнос – $525. На них покупались билеты, из которых Шон брал 5% за администрирование системы. Ключевая фишка была в том, что выигранный джекпот разделился бы между пулом, это значительно увеличивает шансы на выигрыш. Незадолго до розыгрыша Шон объявил о результатах. К пулу присоединились 800 человек, которые собрали $90 тысяч, то есть примерно 45 тысяч билетов и комбинаций. Вскоре после розыгрыша Шон объявил, что призовые пула составили скромные $8860, которые разделятся между участниками. Кстати, на нашем канале недавно вышло видео про заносы учеников Академии покера. Так что обязательно посмотрите, уверенные успехи ребят не оставят вас равнодушными. Возвращаясь к Шон Дибу. Для справки, в лотерее Powerball предусмотрено 292 миллиона комбинаций. Таким образом, чтобы зарегистрировать все комбинации, нужно около $600 миллионов. Но даже в этом случае можно легко улететь в минус, если победные номера угадает один или несколько игроков. Схема Шона не является преступной, так как сам джекпот будет разыгран на один номер, а дальнейшая судьба денег организаторам не так интересна. Планирует ли Шон устраивать подобные акции в будущем? Неизвестно. Но зная энтузиазм Диба, можно с уверенностью сказать, что он придумает что-нибудь не менее интересное. А вы бы поучаствовали в такой лотерее? Пишите в комментариях. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.